холодные волны Балтики помнят этот ветер. Тогда, на заре Северной войны, молодой российский флот, еще не гроза морей, но уже дерзкий вызов, шел навстречу непобедимой, доминирующей империи Запада. Скрежет абордажных крюков, пушечный гром над финскими шхерами, и мир увидел: у России рождается не просто флот, рождается империя. Совсем скоро молодой царь станет императором, а страна, которую он возглавляет, на тысячелетия обретет новую судьбу. В Национальном центре «Россия» открылась выставка «Уроки географии». Масштабный проект, рассказывающий о том, как формировалась карта нашей необъятной страны. Через великие события, сражения и открытия мы прослеживаем путь нашей Родины сквозь века. Мы отправляемся в путешествие сквозь эпохи и расстояния, чтобы сделать 8 шагов по карте России. Многие историки до сих пор спорят, где кончается воля правителя и начинается судьба государства. Но эпоха Петра ощущается в каждом дне нашей жизни, от алфавита до морской формы. Он изменил страну не потому, что хотел сломать старое, а потому, что жаждал построить новое, настоящую европейскую империю, сильную и грозную. Как ковался этот путь? Как рождался тот самый флот, который пробивал легендарное окно в Европу? Касательно, когда мы говорим про преобразование Петра, особенно в период Северной войны, и сравниваем с тем, что было до него и стало после, всегда важно учитывать, избегать категоричных формулировок, то есть было дикое поле, в принципе, не было ничего. Нет, но все это было в меньшем масштабе, то есть Россия была достаточно закрытой страной для иностранцев. Иностранцы селились, по сути, в обособленном гетто в немецкой слободе. И при этом это была такая Европа в миниатюре. Корабли строились. То есть, самый известный построен в Воронеже по европейскому образцу корабль «Орел», спущенный еще при Алексее Михайловиче. Известный дедушка русского флота, ботик, который Петр запускал на Плещеевом озере в Переславле-Залесском, английский ботик, купленный также Алексеем Михайловичем и построенный Петром. Петр в юности, еще до Великого посольства, ездил в Архангельск и наблюдал за постройкой и спуском на воду корабля. Флот, конечно, создавался все это время, да, но, скажем так, это произошло не в какой-то один момент, это было постепенное развитие. И мы можем вспомнить еще, что в 1688 году, да, Петр впервые видит тот знаменитый ботик, да, он впервые знакомится с астролябией, он просит своего сподвижника Франца Тиммермана найти человека, который объяснит, что это такое, да, и как этим пользоваться. В 1693 он впервые прибывает в Архангельск, да, и в 1994 там же впервые будет построен корабль «Святой апостол Павел», да, и там же будет в Архангельске закуплен, подчеркну, корабль «Святое пророчество». И первое время, в 1690-е годы, российское государство как строило свои корабли, так и закупало их. И, кстати говоря, практика закупки кораблей, хотя она уменьшалась со временем, но она присутствовала и в первые 2 десятилетия XVIII века. И, собственно, Архангельск — это были основные морские ворота России в то время. И торговля шла в основном с англичанами и голландцами, как раз через Архангельск. И при этом главная проблема — это, собственно, наличие специалистов. То есть это все передавалось так вот, не масштабировалось, а вот от одного учителя к одному, 5 ученикам, условно, и не было учебников. Петр не просто участвовал там в так называемом Великом посольстве, где он учился уму-разуму в Европе, он там посещал в основном Голландию, Англию и всякие другие
западноевропейских государств, где в первую очередь учился судостроению, точным наукам и так далее, так далее, так далее. Помимо этого, он в Россию приглашал мастеров, военных, флотоводцев, переводил книги, то есть если видел хорошая какая-то книга научного содержания, просил ее перевести на русский язык и брал с собой. Понятно, что если ты хочешь говорить на равных с европейскими странами, стать одним из, а не изолированным, потому что Россию до Петра историки часто характеризуют как одну из 3 пороховых империй, наряду с Речью Посполитой, с Османской империей. То есть страна, которая берет лучшие технологические наработки, порох, артиллерию, но не берет, например, социальные наработки. Демократию, парламент, конституции и так далее. Вот. И Петр же наблюдал, например, за всем этим в Европе. Его это совершенно не интересовало, просто он понимал, что нету такого широко образованного класса. И вот как раз решение проблемы образования это было одно из ключевых, потому что, чтобы воевать долго и успешно, он это понимает, ему нужны мастера. То есть их можно нанять в Европе. Русские достаточно быстро учились, плюс некоторые суда были банально куплены в той же Европе. Это же касается и офицеров, и матросов. С одной стороны, Петр I активно посылал учиться в Европу дворян, в то же самое время активно предлагал русскую службу, скажем так, западноевропейским офицерам. И те с охотой шли, потому что получали более высокую должность, более высокое жалование, в общем, и так далее, так далее, так далее. Было финансово привлекательно. Ну, и не только финансово, но и они видели, что есть куда расти, и им, скажем так, позволено заниматься гораздо большим, чем они могут себе позволить в Европе. То есть это такой постепенный процесс, и государство российское вкладывало огромные усилия в это. Ну, например, вместе с Корнелиусом Крюйсом в 1703 году в Голландию было отправлено 150 юношей для того, чтобы их обучить морскому делу. Затея это не вполне удалась, но попытка такая, например, присутствовала. В 1712 году по убедительной просьбе Федора Матвеевича Апраксина, который возглавлял боевые корабли на Балтийском море, к адмиралтейству было приписано 24 тысячи крепостных дворов. То есть это огромная численность населения работала именно над созданием российского флота. Какие-нибудь английские мореходы, офицеры, которые будут руководить армиями, они отправлялись в Россию, подписывали контракты и обучали, учили. То есть, и как раз за счет того, что этот процесс накладывался на то, что страна воевала постоянно, по сути, за 20 лет сформировалось поколение людей. То есть вот если бы это была кратковременная история, разок повоевали, взяли Азов, все, флот не нужен в таком количестве, флот, часть кораблей сгнивает, часть обновляется, строится, но, образно говоря, у тебя нету сверхтрат, у тебя не нужны новые корабли, у тебя не нужны столько офицеров, солдат, а здесь огромное количество людей прошло через армию, опять же, армия изменилась, флот изменился, и за счет этого постоянно есть потребность в подготовленных специалистах. И, собственно, тех же дворянских детей отправляют учиться в Европу. И как раз по возвращению Петр в том числе и экзаменует. Есть легенда, что, дескать, один высокородный русский дворянин в Европе не учился, а в основном там посещал балы, а занятия вместо него ходил слуга. Эта история прекрасно показана в фильме «Петр I», по-моему, 37 или 38 года. И обман вскрылся на экзамене, который, опять же, лично Петр I принимал, но все-таки современные историки, анализируя подробно эту ситуацию, учились этот якобы слуга и этот дворянин в Европе в разное время. Плюс этот слуга,
он на тот момент был уже самостоятельным человеком, то есть он, ну, свободным, то есть он служить не мог. Но легенда красивая, и, в принципе, вот в канву таких вот петровских решений и вообще его характера очень хорошо укладывается. При Петре карта России перестала быть мифическим чертежом для избранных. Она стала оружием победителей. Именно картография, ни пушечный залп, ни штыковая атака, становится главным астрологом победы в Северной войне. Шведские баталии выигрываются не только на палубах, но и на листах, расчерченных координатами. Россия училась измерять себя градусами, широтой и точным взглядом императора, который сам наносил на карту берега Каспия и проверял чертежи голландских мастеров. Что же касается картографии, здесь, конечно, я подчеркну, у России была своя традиция составления карт, и она основывалась на вот этих топографических различных объектах, да, которые были важны при путешествии. Ну, яркий пример тому упомянутая нами карты Семена Ульяновича Ремезова. Но в начале XVIII века неоценимую помощь российскому государству оказали голландские штаты. И в частности, хотя Петр в том числе лично принимал участие в составлении карт, например, карта Дона, да, что, в общем-то, имело значение, поскольку южное направление в тот момент еще было достаточно актуальным, да, или карты, которые составлял Корнелиус Крюйс, да, в общем-то, или Кристиан Отт, который находился на русской службе в это время, но преимущественно эти карты были впоследствии напечатаны в Амстердаме. Вот. На этих картах, в отличие от предшествующих российских карт, мы уже видим географические координаты, то есть эти карты уже были пригодны для того, чтобы путешествовать, например, по ним по морю. А в России же служба шла на церковнославянском, который был людям понятен. И грамотно мог стать почти любой человек. Для этого нужно было просто научиться писать. В результате в России было то преимущество, что у нас было гораздо больше грамотных людей, чем в Западной Европе. А в Западной Европе было то преимущество, что уж если человек был грамотным и знал латынь, он получал доступ к очень широкому кругу античных источников, к которым не получали доступ жители Восточной Европы, православные. Поэтому в Западной Европе было достаточно широко распространено знание Птолемея, Страбона, разных географов. В эпоху Возрождения стали издаваться их карты, переиздаваться их труды. Поэтому в Западной Европе было более близко античное наследие, которое как бы подразумевало шарообразность Земли, представление о градусах и так далее, и так далее. В результате вышло, что наша картография развивалась таким путем, что это не способствовало созданию математической основы карт. Петр же, который опирался на светское образование, он никогда не ставил богословие в основу своих систем обучения. Во всех учебных заведениях, которые Петр основывал, там преподавали светские науки и обязательно географию. Ну, Петр же у нас очень любил военно-морской флот, там, навигацию. Ну и как навигатские науки, это что? География, астрономия, математика. Поэтому, начиная с Петровского времени, наши карты принимают примерно такой же вид, как западноевропейский, получая солидную математическую основу. С картами история происходила такая. Передовая держава того времени с точки зрения издания карт — это Голландия. Там было несколько мастерских. Вот самая известная мастерская Блау, которая, по сути, имела монополию на картографирование. Мы понимаем, что голландские карты, голландский язык, он очень своеобразный. Их нужно еще переводить. Вот, то есть Петр на первом этапе он заказывает переводы голландских карт, голландских пособий, и они печатаются еще в Голландии, на русском языке набираются, а потом уже начинается печать русских карт, русских пособий по составлению карт, в том числе учебников по мореплаванию в России. И, наверное, одна из главнейших заслуг это требование Петра регулярно делать картографические описания России, то есть просто составлять наиболее подробные карты. И интересный факт, что Петр был удостоен в 1710-е уже годы в Париже золотой медали Академии наук, потому что французы как раз тоже в это время озаботились созданием карт Франции,
вот картографирование он за составление карты Каспийского моря. То есть он пригласил Шханебека, голландского картографа и гравера, составить карту Азовского моря очень подробную и точную, и она вот тиражировалась. Потом уже под руководством Петра была составлена карта Каспийского моря более точно. То есть если смотреть, условно, допетровские карты, там Каспийское море, оно такое вот... Сейчас мы четко все понимаем, вот как, что оно более вытянутое выглядит с севера на юг. Это вот как раз заслуга Петра. И Петр этого настоятельно требовал. В начале Петровского царствования карта Европы напоминала шахматную доску, где ходили тяжелые фигуры империй. Сначала взгляд молодого царя был устремлен на юг, к теплым водам Азова. Он мог бросить вызов самой Османской порте. Но история, как опытный стратег, выбрала другого противника. Россия вышла на противостояние с мощнейшей державой Балтики – Швецией. Именно здесь, на заснеженных берегах и ледяных волнах, решится не просто исход войны. Решится, быть ли государству Петра Великой империей. Швеция на тот момент, по сути, была империей, и действительно ей принадлежали практически все земли, которые окружают Балтийское море, то есть и та же Прибалтика, и Финляндия, и были территории там в Восточной Пруссии, и в Польше, и так далее, и так далее. То есть Швеция смело могла действительно сказать, что Балтийское море — это ее внутреннее озеро. Период, о котором мы с вами говорим, это начало XVIII века, считается в Швеции золотым веком, и к этому периоду Балтийское море справедливо называют внутренним озером Швеции. Дело в том, что с начала XVII века, где-то с 1611 года, под руководством Густава II Швеция проводит очень успешное для себя завоевание. Она присоединяет к себе Прибалтику, часть Северной Германии, Померанию, и также она владеет Финляндией, то есть и Норвегией. Из конкурентов, которые у нее остаются вот, в поле зрения, остается Дания и небольшие немецкие княжества вроде Ганновера, Шлезвига, Мекленбурга и так далее. И в том числе одним из ущемленных сторон стала Россия, которая в ходе смутного времени потеряла выход к Балтике. Как раз, то есть... в частности, Финский залив и место падения Невы, которое принадлежало нам издревле, и где, в частности, тем же шведам противостоял Александр Невский в ходе Невской битвы. И изначально ведь Петр обратил свой взор как раз на юг. Он смотрел, как и его предшественники, как и Софья во времена Василия Голицына, на Черное море. Оно считалось более простым в качестве завоевания к выходу. И Петр при этом он стремился не повторять ошибок предшественников. То есть в чем были ошибки предшественников? Это поход Василия Голицына, главным образом. Это по Дикому полю, то есть вот по этой огромной степи от, условно, Воронежа, Белгорода русская армия идет в Крым. Петр решил зайти с другого края, и он отправился осаждать Азов, который стоит на месте впадения Дона в Азовское море. Петр его берет. А дальше стала следующая проблема. Дело в том, что Азов — это не Крымское ханство. Это была, соответственно, северная, по сути, колония Османской империи. То есть Петр сразу прыгнул на противника уровнем старше. Так это видели философы того времени. То есть, если исходить с этой позиции, то Петр, конечно, урок не усвоил. И он отправляется после взятия Азова в Великое посольство в Западную Европу. И она имела одну большую геополитическую задачу — найти союзников для войны с Османской империей. Стоит сказать, что для решения этой задачи он выбрал, конечно, очень своеобразный маршрут, потому что он не ехал по странам, которые имели какие-то претензии и непосредственно
могли бы конфликтовать, а он ехал строго по территориям, которые составляли противники потенциальной Швеции. То есть он отправился через Новгород в Кёнигсберг, проехал через Ригу. В Риге случился так называемый Рижский инцидент, когда его не пустили посмотреть на Рижскую крепость и даже зарисовать ее. После этого, соответственно, Кёнигсберг, там он учится бомбардирскому делу, Берлин, Амстердам, Англия, и на обратном пути только он заезжает в Вену. И ни одна из перечисленных стран, ни одна из перечисленных столиц не имеет никаких претензий, и им незачем воевать с Османской империей. Поэтому Петр решает зафиксировать, что называется, выигрыш. Он подписывается Константинопольский мирный договор в 1700 году. И как раз во время этой поездки его всячески уговаривают создать коалицию против Швеции. Тем не менее, не все были с этим согласны, и вот это вот противостояние со Швецией вылилось в Северную войну, которая длилась больше 20 лет. Как бы это была объединенная, скажем так, коалиция против шведов. Это и Польша, и Россия, и Австрия. Но Карл XII по очереди всех разбил, в том числе и Петра при Нарве. Вот. Но, посчитав дело сделанным, он сильно ошибся, потому что оказалось, что Россия долго запрягает, да. Здесь стоит сказать, что, конечно, шведы не были... Шведам конкретно вот при Грингаме, при Гангуте не везло, и даже когда взяли Ниншанс, ведь шведы отправили два корабля как раз в устье Невы, чтобы на помощь крепости. И Петр как раз, по сути, взял их на абордаж, за что ему был пожалован орден Андрея Первозванного, который он же учредил после возвращения из Европы, это первый орден. Вместе с Меньшиковым они его получили вот как раз за взятие 2 шведских кораблей в устье Невы. Но в целом, да, то есть Петр, он стратегически очень здорово понимал преимущество таких маневренных сражений в финских шхерах. На войне, что называется, очень хорошо та же русская смекалка работала. И Петр, и многие его военачальники со шведами играли, что называется, в кошки-мышки. То есть, несмотря на то, что сил у русских было значительно меньше, тем не менее, они удачно их концентрировали в нужный момент. Например, вот у того же мыса Гангут вот сделали вроде бы переправу через перешеек, через этот мыс. И шведы думали, что мы будем перебрасывать, то есть суда волоком по суху из одного, получается, места в другое. Поэтому они были вынуждены разделиться, чтобы ожидать русских и с одной, и с другой стороны. В то же самое время все галеры под берегом в отсутствие ветра подошли в одно место. Сначала захватили один шведский отряд, потом, соответственно, и другой. Ну и причем морские офицеры у Петра, они довольно часто участвовали и в сухопутных сражениях. И тоже был забавный случай, по-моему, у адмирала Апраксина. Была сухопутная стычка со шведами. Шведы атаковали, мы атаку отбили, шведы отступили. И тут Апраксину все вот эти вот иностранные офицеры на русской службе стали вот советовать, как же они отступают, их надо преследовать, им надо наносить урон. А он, нет, говорит, мы вот стоим и никуда не идем. Шведы отступили, переформировались, опять напали. Мы опять отразили их атаку, они опять отступили, убежали. 3-й раз. И только потом Апраксин ударил. И разгром шведов был полный. Потом у него спросили, а что же вы ждали? Он говорит, я ждал, когда шведы, бегая туда-сюда, утрамбуют снег. То есть такие вот смекалки
они помогали русским вот как в освоении новых территорий, так и непосредственно вот в войне со шведами. Хотя Россия, как сухопутная держава, в общем-то, первые свои победы в русско-шведской войне, да, одержала именно на суше, но флот также оказывал действенную помощь. Да, мы, конечно, помним и сражение при Гангуте, и при Гренгаме, но впервые, пожалуй, такой вот мощная поддержка флота была оказана сухопутной армией при осаде Риги в 1710 году. Русский флот полностью блокировал город с моря, и это позволило, в общем-то, со всех сторон осадить крепость Ригу и впоследствии ее взять. Да, в 1712 году русский флот организовывает, русские корабли организовывают транспортировку снабжения и десанта под Выборг, и это позволяет его взять. Не стоит забывать, что и после окончания Северной войны Петр устремил свой взор на юг, в частности на Каспий. И для этого в Ярославле, Угличе, Твери, Вологде было построено огромное количество, порядка 200 небольших лодок, да, удобных для перемещения вдоль берега Каспийского моря. И они потом были перенаправлены. Более того, в Астрахани также были построены кораблестроительные верфи. Хотя в целом персидский поход Петра завершился не так удачно, но южное направление, также на южном направлении создавался свой флот. Амбиции русского императора всегда опережали его время. Он мыслил не только картами, но и интуицией гения. Петр стремился туда, куда еще не добиралась наука, ни география, ни навигация. Его стратегический взгляд обгонял века. Он уже видел российский флаг не только на Балтике и Каспии, но и в Индийском океане. Россия, по его замыслу, должна была стать единственным мостом между Западом и Востоком. И он почти сделал это. Почти. Персидский поход – это и Дербент, и Закавказье. Эта война кончилась для нас удачей. А главная цель стратегическая была у Петра. Это ладно, там далеко, куда-то за хвостом пушного зверя. А здесь какая задача? В Индию. Это короткий путь в Индию, но Петр-то что, не просто хотел в Индию торговать, он хотел быть монополистом этой торговли. У него был такой план: Балтика, Волга, Индия. Чтобы Россия была единственным посредником между Востоком и Западом. И везде был российский флаг. И в Каспийском море, и далее уже в Индийском океане и так далее. Да, ну, значит, когда Петр уже достаточно тяжело болел, он, тем не менее, послал Витуса Беринга, датчанина на русской службе, удостовериться, а сошлась ли Америка с Азией. Забавно, что еще за 80 лет до этого русские точно знали, что не сошлась. Но Семен Дежнев, который первым прошел на корабле из Северного Ледовитого океана в Тихий, он записал даже об этом в так называемой сказке, через «С», сказка. Вот. И эта сказка сохранилась в Якутском остроге. И потом историк Миллер, который уже возглавлял так называемый академический отряд второй Камчатской экспедиции при Беринге, он эту сказку нашел. Оказалось, что она просто затерялась. И потом он уже вот предложил назвать мыс, самый крайний мыс как Евразии, так и нашей страны, восточный, мысом Дежнева. Но, тем не менее, море и пролив, он носит имя Беринга, который прошел этим морем по приказу Петра и действительно установил, что есть пролив между Евразией и Северной Америкой. Петр I ушел, но эпоха, названная его именем, не закончилась. Сегодня почти невозможно найти сферу, которой не коснулись его преобразования. Однако даже такая яркая страница — лишь мгновение в бесконечной истории великой страны. Империи сменяются, цивилизации переписывают границы, но остается главное — преемственность. Так что же будет с наследием Петра?
Сможет ли Россия развить тот самый Петровский импульс? Или ее ждут тяжелые времена? Ответ в следующей серии проекта «8 шагов по карте России».